Люди собрались в старинной церкви в итальянском городе Верона, чтобы проститься с молодой женщиной по имени Амелия Розетти, ушедшей из жизни слишком рано. Как много значила она для окружающих. В это печальное утро они пришли, чтобы отдать дань уважения, вспомнить о выборе, который оставил лишь горечь, о жизни, наполненной надеждой и мечтами. День был пасмурным, дождь моросил, и над городом нависло тяжелое, гнетущее небо, сплошная пелена облаков отражала общее состояние подавленности и печали среди пришедших. Каждый из собравшихся чувствовал, как скорбь заполонила его сердце, словно облако, затмевающее свет. Потеря и несправедливость — именно такие чувства переполняли их, как будто ощущение утраты лишало смысла их жизни и заставляло задуматься о том, что они часто не ценят надежность и красоту, пока она не исчезнет, как пыль на ветру. Амелия была человеком добрым, скромным, всегда готовым прийти на помощь окружающим. Она была любимой дочерью, дорогой подругой и просто замечательной личностью, которая оставила глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Ее щедрость и доброта излучали тепло, согревая даже самых холодных и замкнутых людей. Она притягивала к себе, как свет лампы притягивает мотыльков, и те, кто окружал ее, неизменно становились лучше, стремились к добру, имея перед собой пример, как жить, как ценить каждого момента. Во время церемонии отпевания, когда священник произносил молитвы, с трепетом обращаясь к Богу, произошло нечто невероятное и совершенно необычное для такого момента. Прямо в гроб, где лежало безжизненное тело Амелии, ударила молния. Гроза разразилась внезапно, словно небо отреагировало на несправедливость ее смерти, как будто сама природа скорбела вместе с собравшимися. Эта загадочная сила, как световая арка, внезапно пронзила облака, завуалировавшие солнце, и все вокруг охватил оглушительный звук, который заставил сердца замереть в удивлении и страхе. А дальше случилось то, что никто из присутствующих не мог предсказать, что никто украдкой не ожидал и даже не мог представить. За несколько дней до этого звонка, когда еще существовала надежда и жизнь шла своим чередом, Амелия сидела в уютном кафе, спрятанном на тихой улочке в центре Флоренции, где воспоминания о романтичных вечерах иногда казались более живыми, чем сама реальность. Этот маленький мир напоминал ей о счастье, о времени, когда царила радость. Ее глаза были полны слез, лицо дрожало от сдерживаемых эмоций, которые она накапливала долгое время и которые вдруг вырвались наружу в этом уединенном месте. Слишком много боли и негодования давило на ее грудь. Люди за соседними столиками украдкой поглядывали на нее, но никто не решался вмешаться, оставляя ее в прогулках по бурным волнам чувств, в которых она была чуть ли не одна. Она только что получила звонок, который перевернул все, что у нее было, все ее надежды и мечты. Сообщение, которое она услышала, было как нож в сердце, вспарывая ее внутренний мир и оставляя лишь пустоту. Словно мир вокруг стремительно рушится, выдергивая у нее самые крепкие корни. Амелия не замечала ничего вокруг. Мир вокруг нее перестал существовать. Она погрузилась в водоворот мыслей, боли, воспоминаний, которые мучительно всплывали в ее памяти. При этом ее красные от слез глаза блуждали по уютному интерьеру кафе, пытаясь зацепиться за что-то осязаемое, что напомнило бы о прежнем спокойствии. И именно тогда к ней подошел молодой мужчина по имени Рафаэль Морелли. Он заметил, как она с трудом сдерживает слезы, и, не колеблясь, подошел к столику, решив, что, возможно, сможет принести ей хоть немного утешения. «Простите, можно присесть?» — мягко спросил он, протягивая ей носовой платок, словно этот простой жест мог изменить что-то в ее жизни. Амелия подняла на него взгляд, полный печали,
страха и усталости, взгляд, который, казалось, выдавливал из нее всю боль, накопившуюся за годы. Она ничего не ответила, но взяла платок, воспользовавшись этой маленькой поддержкой в своей огромной утрате. Рафаэль сел напротив и, улыбнувшись, ободряюще сказал: «Если тебе нужно поговорить, я рядом. Иногда легче становится, когда делишься с кем-то. Я не буду тебя осуждать. Я просто здесь, чтобы помочь». Амелия молчала, но внутри у нее что-то треснуло. Ее губы дрожали, и она не знала, с чего начать. Столько всего накопилось, так много невысказанного, и какой-то тихий голос внутри нее подсказывал, что именно сейчас может начаться новое. Хотя вина за ее прошлые потери все еще давила на ее сердце. Она вспомнила, как в детстве пережила тяжелое расставание родителей, которое оставило на ней неизгладимый след. Ей тогда было всего 11, но чувства обид, страха и одиночества уже глубоко въелись в ее душу. Она страдала от того, что когда-то была любимой дочерью, которая теперь бродила по пустоте, пытаясь забыть разногласия и обиды. И все, чего она тогда хотела, это чтобы ее просто любили, чтобы была та поддержка, той, которой ей не хватало. Но вместо этого мать и отец после развода начали жить каждой своей жизнью. И никто из них не захотел взять Амелию к себе, оставив ее наедине с горечью и разочарованием. Отец уехал в Рим с новой женой, мать в Милан, стараясь построить карьеру, в то время как Амелия осталась никому не нужной, запертой в темных мыслях. Единственным человеком, кто не отвернулся от нее, была бабушка, Эмма, мать ее отца, которая всегда готова была обнять ее и поддержать в самые сложные времена. Она жила в крошечной деревушке Монторио среди холмов Тосканы, и каждый ее визит приносил тепло и свет в унылую жизнь Амелии. Бабушке удавалось излучать счастье и любовь, и ее слова казались легким дуновением весеннего ветра, когда она говорила с Амелией: «Ты потерялась, но я здесь, рядом, ты не одна. Иногда нужно отдохнуть и позволить себе почувствовать счастье». Переезд стал шоковым состоянием для нее, настоящим испытанием для девочки. Новая школа, новые лица и абсолютное одиночество — это был тяжелый период. Ученики не принимали ее, их взгляды полны презрения, как будто это стало их хобби, насмехались над тем, как она одевалась. Ее вещи были простыми, старыми, а прическа казалась неаккуратной, чуждой в этом мире моды и блеска. Она не могла позволить себе дорогие вещи, не понимала моды и скромности, что еще больше усугубляло ее положение, и каждый день в школе становился новым испытанием. Учителя хвалили ее за усердие. Амелия училась на отлично, надеясь, что хорошие оценки помогут ей заслужить любовь и признание, которые так отчаянно были ей нужны. Но одноклассники использовали ее только когда им нуждалась помощь, в то время как потом снова смеялись за спиной, распускали слухи, игнорируя ее, как будто она была призраком. Когда ей становилось невыносимо, она приходила к бабушке. Эмма обнимала ее, гладила по волосам и говорила: «Все, что случается, случается не зря, малышка. Запомни, милая, нужно просто идти вперед, не останавливаться». Эти светлые слова стали мантрой для Амелии, спасительной соломинкой в ее безмолвной жизни, напоминанием о том, что в трудные времена всегда нужно искать путь к свету. Прошло 10 лет, но, казалось, в ее жизни почти ничего не изменилось, и тем более не стало легче. Даже теперь, в свои 26 лет, она все еще чувствовала себя одинокой и непонятой, где-то терялась в собственном мире. Люди смотрели на нее свысока, игнорировали ее стремление к общению, а каждый раз, когда она надеялась на близость, ее просто отвергали как ненужную деталь в большом механизм. Рафаэль повторил вопрос почти настойчиво: «Ты в порядке?» Она едва заметно кивнула, но сердце рвалось наружу.
В нем было слишком много боли, слишком много страха и одиночества, чтобы его можно было сохранить в себе. Рафаэль не отступал, он оставался рядом, в его глазах было искреннее сочувствие, не жалость, а именно понимание той пустоты, которую она замыкала в себе. Амелия почувствовала, что ему можно доверять, и, возможно, это доверие могло помочь ей открыть вспарывающие швы ее души. «Моя жизнь тяжелая, я никому не нужна», — прошептала она, смахнув очередную слезу. «Несколько месяцев назад один человек сказал, что любит меня, а потом разбил мне сердце». Звучание ее голоса было наполнено горечью и печалью. Его звали Ноа Беллини. Он был харизматичным, дерзким, опасным. Носил кожаные куртки, ездил на мотоцикле, тусовался по вечерам в шумных клубах, как будто жизнь его состояла из этих кратких вспышек радости, как напоминание о том, что жизнь бывает сказочной. Она знала, что такие парни были не для нее, они были чужды ее мироощущению. Но Ноа оказался другим. Или так ей вначале казалось, как в сказке. Он ухаживал, был внимательным, обсыпал комплиментами, как щедрый даритель, делая так, что она чувствовала себя желанной, красивой, по-настоящему настоящей, словно ее жизнь приобретала новую окраску. Спустя месяц она уступила его желаниям, ловя тот момент, когда сердце трепетало от счастья. Это было впервые, когда она почувствовала себя любимой, как будто наконец-то пришла нормальная, спокойная жизнь, полная надежд. Но когда она осторожно спросила о том, видит ли он их будущее вместе, он начал отдаляться, как будто спугнул ветер. Заметив его холод и дистанцию, в сердце Амелии зародилась тревога, и ее мир вновь начал рассыпаться. Она звонила. Он не отвечал, писала. Он читал, но не отвечал на ее сообщения. Несколько недель прошли в муках ожидания, боль и одиночество постепенно отдавались в сердце. Она терпела, надеясь, что все изменится, и Ноа снова найдет дорогу к ней, но с каждым днем это казалось все более бесперспективным. Но однажды она не выдержала и решила найти его. В баре «Ланот» Амелия застала его целующимся с другой, ее мир рухнул в одно мгновение. Разочарование заполнило сердце, добавив громко стучащего сожаления. «Ты игнорировал меня неделями, а теперь изменяешь? Почему ты так со мной поступил?» — закричала она с надеждой, что его сердце отзовется на ее страдания. Но она нахмурился и с раздражением сказал: «Ты вообще на себя в зеркало смотрела? Скучная, прилипчивая, с тобой было легко, но ты наскучила, так что просто исчезни». Эти слова пронзили Амелию, как холодный нож, оставляя за собой горело униженной и растоптанной огненным ощущением. Она влепила ему пощечину и выбежала в ночь, на грани полного разрушения. Она рыдала, пряталась в переулке, не в силах дышать от тоски и беспомощности. Несколько дней спустя она узнала, что Ноа женится. Это стало последней каплей в ее вселенском разочаровании. И тогда она пришла в кафе, чтобы просто посидеть в тишине и заплакать. В тот самый момент, когда стакан с кофе, которую она держала, разлился и окатил ее, так она почувствовала, что весь ее мир снова перевернулся. И именно там ее нашел Рафаэль, тот спасительный незнакомец, который стал ее тихим оплотом в лихорадочной жизни. Он не только слушал, он стал ее поддержкой, опорой, помогая распутать самые запутанные нити ее души. В последующие месяцы Рафаэль помог Амелии восстановить себя эмоционально, психологически, физически, целиком вернув ее к жизни, о которой она так долго мечтала. Он водил ее по бутикам, помог выбрать одежду, которая отражала ее настоящий характер, освобождая ту скрытую красоту,
которую она вновь начала видеть. Он старательно подбирал для нее образ, чтобы вывести ее из тени, вернуть к своей истинной сущности. Отвел к своему знакомому стилисту, который сделал ей новую прическу, которая придавала шарм и уверенность. Господин стилист не только сделал новый стиль, он также провел с ней несколько разговоров о самопринятии, о том, как важно любить себя, чтобы другие могли оценить ее истинную красоту. Он говорил ей: «Люди видят в тебе то, что ты сама в себе ощущаешь. Ты должна ценить себя. Только тогда тебя по-настоящему увидят и полюбят». И действительно, вскоре Амелия заметила, что прохожие улыбаются ей, что коллеги стали относиться к ней теплее, а она перестала бояться своего собственного отражения в зеркале. Это было волшебно и обнадеживающе одновременно, как магия, которая постепенно раскрывала всю ее красоту. Она становилась увереннее в своих силах и замечала, как ее мир начинает меняться к лучшему. Рафаэль однажды признался ей в любви, глядя ей в глаза с надеждой и искренностью. В этот момент она почувствовала в себе содрогание. Она также осознала, что испытывает нежные чувства к нему, как будто в ее сердце вспыхнула новая звезда, освещая тьму одиночества. Их отношения были искренними, теплыми, полными поддержки, как будто сама жизнь вновь наполнила их смыслом. Однажды жарким августовским утром он пригласил ее в путешествие за город, дав ей шанс на новые впечатления и радости, которые вместе могли бы пережить. Это был день как из фильма: море, смех, прогулки, мороженое, поцелуи на фоне заката, каждый из которых запечатлелся в памяти, складываясь в целую симфонию счастья. Дорога вела их через живописные пейзажи, где зеленые холмы обнимали спокойные воды озер, отражая безмятежность жизни. На обратном пути, когда они делились своими мечтами и ощущениями, из-за деревьев внезапно выскочил олень, создавая невероятное напряжение на дороге. Рафаэль резко свернул в сторону, но не справился с управлением, и машина перевернулась, оставляя за собой только глухое молчание страха. В самом сердце мелодии их счастливого дня враз раздается ужасная трещина. Мотыльки счастья разлетаются, как пыль в потоке ветра. Рафаэль погиб на месте, не успев произнести ни слова. Амелия выжила, но получила серьезные травмы, как будто сама судьба занялась восстановлением ее жизни. После обследования врачи выявили проблемы с сердцем, ей установили дефибриллятор, и в этот момент оказался в центре страха и неопределенности. С разбитым сердцем физически и эмоционально она вернулась к бабушке Эмме в деревню, словно искала спасения в домашнем уюте и забвении. Там она пыталась восстановиться, преодолевая горе, страх и одиночество, которые вновь навалились на ее хрупкую душу. Время казалось замедленным, как будто сама жизнь ожидала, чтобы она нашла путь к выздоровлению. Однажды вечером, во время прогулки по лесу, когда свет заката преломлялся сквозь листву деревьев, Амелия внезапно упала. Ее тело больше не могло справляться с темными тучами, что собирались над головой. Эмма закричала, вызвала скорую, но врачи не смогли найти пульс. Амелия была объявлена мертвой, и как все перевернулось в ужасе ее судьбы. На следующий день в местной церкви прошли похороны, а город погрузился в тишину горя. Шел дождь, и слезы текли вместе с каплями дождя, патетично погружая мир в серую гамму печали. Люди плакали, убитые горем. Бабушка рыдала, пытаясь осознать, как все могло обернуться таким образом, как будто сама жизнь выставила на показ свою жестокость. Это несправедливо. Моя внучка не знала ничего, кроме боли. Она не заслужила такой смерти. Ее горе звучало, как песнь, обращенная к небесам. И тут, во время отпевания, в гроб ударила молния, разрывая воздух пальцев света.
Окружающие вскрикнули от неожиданности, поднимая глаза к небесам. И вдруг Амелия ахнула и открыла глаза в мире, полном света и небывалых возможностей. Ее доставили в больницу, где врачи выяснили, что она не умерла, а находилась в глубокой коме, как будто свет, который в ней еще не погас, вернул ее к жизни. Удар молнии прошел через металлические элементы гроба и активировал дефибриллятор, спася ей жизнь, как будто сама судьба решила дать ей еще один шанс, чтобы вновь обретать смысл жизни. Но чудеса на этом не закончились. Через несколько месяцев, когда она работала над собой, Амелия родила ребенка, мальчика, который был невероятно похож на Рафаэля. Его глаза были такими же, как у него, излучая свет и радость. Оказалось, она все это время была беременна, хотя и сама не понимала этого, задыхающаяся в горечи своих утрат. Несмотря на аварию, клиническую смерть, шок, малыш выжил, даруя ей возможность обрести новую смысловую нить в жизни. Теперь Амелия жила ради него, для этой новой любви, ради той жизни, которая однажды уже подарила ей второй шанс. Дорогие зрители, какова ваша реакция на эту историю? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады общению и дискуссиям о жизни и любви. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и надеждой. До свидания, милые друзья.